Добрый день всем, дамы и господа, мальчики и девочки. Чрезвычайно рад представить вам сегодня Poseidon Salty Sensation PSSS 77S или просто 77, мой любимый джиговый спиннинг на сегодняшний день. Так, что же особенного в этом спиннинге? Что я его так люблю? Вот сейчас на нем стоит 8 грамм и 2-дюймовая приманка. Плетенка 0,3, катушка 2,5. 8 грамм и приманка — это, в общем-то, верх его теста. Как видите, по работе это вполне его вариант. По забросу просто немножко страшновато. Хотя, возможно, говорят, можно и перегрузить. То есть общий вес можно превысить немножко. Но смысла в этом нет. В тех местах, где я им ловлю. Итак, главный плюс этого спиннинга. Если нужно, можно поставить 6, 7, 8 грамм и хорошенько вложиться в заброс. А если не нужно, то чуйка у него не хуже, чем у его же собратьев, то есть Salty Sensation, только ультралайтового теста. Так, вот 8 грамм, нормальный полет, более-менее. Я там сильно не вложился, но нормально полетело, видно, что 8 грамм. Судя по последним рыбалкам, я вряд ли на них что-то сегодня поймаю. Вот, поэтому потом я перейду на миниатюрные приманки и покажу, что этот спиннинг сделает по чувствительности профильные ультралайты, более дешевые по стоимости, по крайней мере. Да, если не считать мощности, излишней в комле, то им не сказать, что дискомфортно ловить на микро и на наджиговых весах. Чувствительность та же. Может, не будет какой-то изящности в сравнении там с палками до 2,5 до 3 грамм. Это уже, опять же, не всем нужны такие палки до 2,5 до 3 грамм. Не все с ними любят ходить на рыбалку. А вот переключиться с одного на другое в нужный момент, вот это многие любят. Поэтому присмотритесь к палочке. Очень интересная штука. Да, скорее всего, с недавно бывшим на обзоре 73-м Сетифо она в плане надежности не пойдет, но она сделает его по чуйке
Если говорить о рыбной ловле не по диким местам, а вот хотя бы минимально вот как здесь, или с хорошим подходом к воде, то эта палка, несомненно, интересней, но и дороже. Внешний вид стандартный для ПСССов. Приятный, красивый, дорого-богато, но не вычурно. За что тоже мной любим. Любимые, точнее, они все. Salty Sensation. Деликатно, скромно, качественно, без понтов внешний вид. Каких-то жемчужных вставок и там всякого такого прочего не присутствует, слава богу. Черный цвет и золото. И все. Меня такой дизайн вот максимально устраивает. Ручка я держу вот так, поэтому для меня удобная, для тех, кто держит вот так. Ну, в принципе, тоже везде достается, но мне, например, неудобно так держать, вот так лучше. Восемь грамм. Окунек. Я думал, судак там стоит. Ну, казалось, окунь. Так, давай-ка аккуратненько. Я обгрыз. Зараза. Спиннинг имеет довольно жесткую вклейку, благодаря которой, как я понимаю, и творятся эти чудеса по чувствительности на низах и при этом достаточно высоком верхнем тесте. Вклейка не короткая, по-моему, ну, с тюльпаном еще на 3 кольца. Но чуйкая. По чуйке все отлично. Говорят, что у табулярных спиннингов чувствительность лучше, чем у спиннингов с вклейкой. Ну, когда-то, наверное, это было правда. Сейчас с хардсолидными вклейками такую тактильность, как дают они, на табулярке она просто невозможна. На табулярке может быть ярче слышны какие-то другие моменты. И на определенных весах
вклейка уже теряет смысл, потому что там и на табуляре все слышно. Но если интересная работа по низам, то вклейка на современных спиннингах всегда выручает. Хотя и мешает пользоваться спиннингом с воблерами и блеснами в верхней половине теста. Тут, конечно, минус, но по джигу полный диапазон. Все отлично. На этом спиннинге на 5 с 3 плюсами. Кто там, блин? Давай уже, клюй. Есть. О, окунек покрупнее вроде. Не, просто показалось. Сейчас опять всю траву соберет. Чудовище, блин. Ну да, чуть покрупнее. Давай. Сейчас. Так. Бедный окунь. Куда-то ему там неудачно попало, если честно. 4 грамма. По поводу чуйки я могу сказать, что я различаю из хороших чуек 2 варианта. Это табуляры, у которых есть отрыжка и достаточная своя чувствительность. И ультрики, у которых есть сенсорность. Вот это лайт, но с чувствительностью ультрика. В чем это выражается для тех, кто такого никогда не чувствовал? Ну, например, на таких удилищах, как 77-й, и обычно это более низкие тесты, можно различить, был удар по камешку или поклевка окуня. Там зацеп за рыбу или за водоросль. Там, допустим, попали на чужую плетенку или за водоросль зацепились. То есть, ну, на практике вы можете различить все, что происходит с грузиком, с приманкой, вплоть до, если вы пользуетесь Jig-Rig бананом, вы прекрасно ощущаете, когда упала нижняя часть банана на грунт и когда потом упала верхняя. Причем это начиная там буквально с 3-4 граммов. Ну, естественно, на более-менее хорошем дне. Палка колообразная, в принципе. Отлично работает по судаку, по небольшой щуке. По окуню, ну, мелкого льет, конечно. Хотя и не все так страшно, как может показаться. Все-таки вклейка свое дело делает. Вклейка абсолютно не ощущается как что-то постороннее, то есть имеет с бланком
одну кривую, если не знать, что она там есть, то никогда и не узнаешь, что там вклейка. По работе. Кажись, окунь. Небольшой. Фрикцион не хочу распускать, неохота. Сойдет, значит сойдет. Так, это у нас было на 4 граммах, да? Не сошел. Ну, хорошо. Тихо. Знаю, жарко. Погнал. Продолжаем разговор. Попробуем еще раз. 4 грамма. Ушли. Хорошо ушли. Так, что там? Окунь есть? Вроде никого. Неужели один там был? Интересно, интересно. Так, была поклевочка небольшая. Вот, вот. Есть. Ну, все на ваших глазах, как говорится. Продолжаем разговор. Если будут дальше такие же, то буду увеличиваться. Да, уже долбит. Ну давай. Съешь. Какой-нибудь хороший только размер. Ну. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Эй, кто там упирается так? Какой-то несчастный окунек. Грамм на 200, наверное, максимум. Ну да. 180, 200. Так. Отлично. Так, ну я еще обещал какую-нибудь мелкую приманку, реально. Сейчас поставлю мормышку.
Опа. Ты колючий. Иди сюда. Хотя, может, мормышку и нет смысла. Может, надо наоборот. Что-нибудь покрупнее бы. Как раз сейчас. Попробую еще раз вот этого товарища. Отъедят ему уже хвост, значит отъедят. Боятся, что ли? Вообще поклевок нет. Это интересно. Сошел. Мормышка где-то полграммовая. Когда она стучит по камню, я слышу. И когда подрываю, тоже слышу. Когда продираю через траву, то чувствуется, очень хорошо чувствуется. Что плохо в мормышках, так это их маленький крючок, на который ничего не цепляется. Поэтому пробую наноджиг. Самый маленький полярис. Не, бывает еще меньше. Совсем. Это, наверное, еще микро-джиг. Вот, сейчас попробуем на грамме его. Есть граммовая игрушка. Есть полярис. Не знаю, сколько он считается, 1,5 или дюйм.
Они же там как-то его без хвоста считают. Ну, посмотрим. Трава. Опять трава. Трава. Какой-то пакет, блин. Ну все. Окуня больше нет. Ух ты. Кто это там такой был? Щучка, что ли? Так, отпускаем Судакевича. Давай, ушел. Молодец.